Привет всем, друзья! Угловой камин. Доделал я на даче камин с встроенной чугунной топочкой. После видео выкину фотографии поэтапно, как все я делал. Вот. Чугунная топка. Сохранилась у меня наклейка. Ферлюкс С20, 122 килограмма веса. Вот, размеры ее. Мощность 12 киловатт. Вот такая топочка. Изначально, когда мы купили дачу, делали ремонт, топить чем-то надо было. Ездим мы и зимой, и в межсезонье приезжаем. Вот. И поставили вот такой вот подиум вот с дровницей. И на этот подиум поставили булерьян. Здесь вот так вот угол был тоже песчаником обложен. Вот. Ну вот так вот в таком хаотичном порядке, вот как сам подиум. Вот, поставили булерьян и отапливал весь дом нам булерьян. Отлично топил, ничего не могу сказать. Хорошая вещь, экономично. Ну, хотелось уюта, открытого огня. Вот. Ну, булерьян все-таки больше подходит для гаражей там или складских каких-то помещений, мастерских. Ну, а на даче хочется уюта, конечно. Поэтому мы заменили булерьян, купили вот такую чугунную топку. Вот. Ну и простояла она у нас где-то 2 сезона, наверное, открытая. Эксплуатировали мы ее в жестких условиях, топили. И, в принципе, выдержала топка, ничего не повело у нее, нигде ничего не треснуло. Как для бюджетного варианта качество отличное. Вот. Ну и начал я ее, решил облагородить. Вот боковушки выгнал с кирпича, с красного. Перемычку тоже делал из кирпича. Резал половинки, садил на шпильку. Подгонял на сухую сначала. Там между кирпичами вставлял планочки. Вот, подогнал, потом уже посадил на раствор, ну и установил сюда ее. Далее обложил весь кирпич тоже песчаником. Вот, песчаник сам нарезал разными вот такими квадратиками, полосками, прямоугольниками. Ну, брал где-то, я не помню, 5-6 размеров их и нарезал вот так вот, а потом уже складывал. Так. Сделал, здесь не было, ну, для булерьяна не нужна вентиляция нижняя, забор воздуха. Вот, сделал дополнительно вот здесь вот в дровнице там 2 отверстия на 80 миллиметров. Они выходят, у меня дровница заканчивается немного дальше самой топки, где-то на 5 сантиметров. Вот, и пришлось отверстия делать по диагонали, и вышли они где-то у меня чуть дальше середины. Ну, отлично, как раз то, что надо. Так как посчитал я вот этих вот отверстий, что в самой топке, ну, думал, недостаточно. И снизу лишний забор не помешает, конечно. Сейчас попробую снять. Может, будет видно их. Ага, вот одно. Тяжело было, конечно, их пробивать. Ага, и вот второе отверстие. Ну, с горем пополам пробил, конечно. Первое прошел нормально, второе напоролся на арматурину. Ну, сделал. И сделал дополнительные вот по бокам. Такие же на 80 миллиметров. Вот с одной стороны. И
И с другой стороны вставил туда гофру и гофру направил на саму боковушку топки для лучшего обдува. Топочку, саму топочку я немного доработал. Проблема, ну, все, наверное, сталкиваются с этой проблемой. Коптится, стекло закапчивается. Вот. Ну, я посмотрел в более дорогих вариантах, в дорогих топках, как там устроено. И сделал так же самое и себе. Вот по бокам здесь не было вот этого шнура. Я вставил шнур сбоку, снизу и со второго бока. А сверху не вставлял. То есть тут идет щель. Вот. И в дорогих топках и здесь идет литье еще такая как бы отсечка. Но я ее поставил вот сюда. Вот эта полоса металлическая. И что получается? Воздух, попадая в эту щель, ударяется в эту полосу и опускается вниз вдоль стекла. И тем самым отжимая весь дым, который в камере, там в топке, отжимает от стекла. Он и меньше коптится. Ну, конечно, нельзя сказать, что вообще не коптится. Ну, вот видно, полосы есть. Ну, намного меньше стало. Сами боковушки, вот, я базальтом не утеплял. То есть вот этот массив весь у меня идет открытый. Он нагревается. И среди ночи, когда там каминчик потух, он работает как грубо, отдает тепло. До утра отлично хватает. Сам массив прогревается хорошо. Вот. А стены, вот эта наружная стена у меня идет. И это сверху донизу я утеплил базальтом с фольгой. Специальные такие плиты идут для таких вещей. Ну, там фотографии я выставлю, будет видно. Вот. И сам короб тоже утеплил этим базальтом. То есть сам короб получается как отражатель работает. Полностью по периметру везде идет там. Сейчас попробую. Вот видно. По периметру идет весь базальт с фольгой. Вот швы все проклеены скотчем. Дымоход, труба 180 нержавейка. В самой топке встроенного шибера не было, поэтому дымоход перекрывается у меня отдельно. Вот выход здесь идет. Здесь между первым и вторым этажом идет у меня перекрытие плита. Вот. И труба идет неутепленная, то есть чисто одна нержавейка. За перекрытием уже идет утепленная труба. Там выход в мансарду, ну, в боковушку мансарды. То есть и потом через крышу на улицу уже идет утепленка. Высота дымохода 6 метров. Вот. И сделал я дополнительное, вот, ну, также опытным путем пробовал по-разному там и с этой решеткой, и без нее, и здесь одну оставлял, ну, то есть по-разному пробовал. Ну, такой пришел к такому знаменателю, что вот эта решетка не помешает. А одной здесь мало, вверху. То есть до отсечки у меня стоит две 40-е решетки. Решетки размером 17 на 40. Эта решетка идет 17 на 50. Вот. Ну и за этими двумя решетками вот здесь уже идет отсечка. И после отсечки вот две маленькие решетки с одного и со второго бока. На сам короб нанес вот декоративную штукатурку. Делал я ее из обычной шпаклевки.
старался добиться эффекта дикого камня. Ну, вот так вот получилось. Вот такой рисунок. Вот поближе. Саму балку, была на даче у нас старая черешня. Вот. Она была высокая, мы ее решили обрезать, то есть срезали. И смотрел я в интернете, делают вещи из черешни, очень красивые вещи получаются. Ну, это я решил сделать балку вот эту из черешни. Вот. Вырезал изначально, так прогнал ее на рейсмусе, и вот она сохла у меня где-то полгода, наверное, потом еще раз прогнал на рейсмусе. Ну, вот получилась вот такая вот красота. Знаю, мне нравится, очень нравится. Такая красивая структура у дерева. Само дерево плотное, твердое. Вот. Ну, в общем, вот так вот получилось. Я, конечно, не специалист в этих делах. Ну, делал это все первый раз. В принципе, отлично она работает. И, не знаю, никаких нареканий у меня нету. То есть конвекция отлично идет.